Но сочинения, состоящие из описаний трансцендентного величия, имени, славы, форм, игр безграничного Верховного Господа, резко отличается от них. Оно составлено из трансцендентных слов, назначение которых – совершить переворот неправедной жизни, сбившейся с пути цивилизации. Такие трансцендентные произведения, даже если они несовершенны по форме, слушают, поют и принимают чистые люди, которые безукоризненно честны. Комментарий Шрилы Прабхупады. Это свойство великих мыслителей брать лучшее даже из самого плохого. Говорится, что разумный человек должен извлечь нектар из сосуда с ядом, подобрать золото даже в нечистом месте, взять добрую и достойную жену даже из безвестного рода и поучиться у человека или учителя даже из семьи неприкасаемых. Эти этические правила касаются всех без исключения. Но святой человек намного возвышается над средним уровнем. Он всегда поглощен прославлением Верховного Господа, так как благодаря распространению святого имени и славы Верховного Господа очистится оскверненная атмосфера мира, и в результате распространения трансцендентной литературы, подобной Шримад Бхагаватам, взаимоотношения между людьми оздоровятся. Сейчас, когда пишется комментарий к этому стиху, мы являемся свидетелями кризиса. Наш добрый сосед Китай, охваченный милитаристским духом, атаковал границы Индии. Мы не имеем практически никакого отношения к политике, но знаем, что раньше Китай и Индия веками жили в мире, не питая друг другу никакой вражды. Дело в том, что в те времена жизнь протекала в атмосфере сознания Бога, и люди во всех странах мира были богобоязненны, чистосердечны и просты, а в отношениях между ними не было места политической дипломатии. У Индии и Китая нет никаких причин для споров за землю, которая даже не слишком пригодна для жизни. Тем более нет причин сражаться за нее. Но, как мы уже упомянули, под влиянием века Кали, века раздора, вражда между людьми возникает по малейшему поводу. И дело тут не в поводе, по которому возникает вражда, а в оскверненной атмосфере этого века. Определенная часть людей систематически ведет пропаганду, призывая прекратить восхваление имени и величия Верховного Господа. Поэтому так необходимо распространять послание Шримад Бхагаватам по всему миру. Долг всех индийцев, обладающих чувством ответственности, нести трансцендентное послание Шримад Бхагаватам всему миру, даруя людям высочайшее благо и принося им желанный мир. Но Индия забыла о своем долге, пренебрегая этим ответственным делом. Вот почему повсюду в мире не прекращаются вражда и раздоры. Мы уверены, что даже если послание Шримад Бхагаватам примут только выдающиеся люди, в их сердцах, несомненно, произойдет перемена, а простые люди, естественно, последуют за ними. Народные массы – послушный инструмент в руках современных политиков и лидеров. Даже если изменятся сердца только лидеров, это, несомненно, приведет к радикальному изменению атмосферы во всем мире. Это великое произведение несет трансцендентное послание для того, чтобы возродить в людях сознание Бога и вновь одухотворить атмосферу мира. Мы отдаем себе отчет в том, что наша честная попытка представить это великое Писание сопряжена со многими трудностями. Разумеется, нам не удастся передать его содержание адекватным языком, тем более, что этот язык не родной для нас, и, безусловно, наш перевод будет иметь много литературных погрешностей, несмотря на наши искренние старания представить его должным образом. Но мы уверены, что эти недостатки не помешают людям оценить серьезность его содержания, и лидеры общества все же примут его, увидев в нем честную попытку прославить всемогущего Бога. Если дом охвачен пожаром, его обитатели бегут за помощью к соседям, которые могут оказаться иностранцами. Даже не зная языка, на котором говорят их соседи, жертвы пожара, способны объяснить, чего они хотят, а те смогут понять их, хотя и говорят на другом языке. Такой же дух сотрудничества необходим для распространения трансцендентного послания Шримад Бхагаватам в оскверненной атмосфере современного мира. В конце концов, это наука о методике постижения духовных ценностей, поэтому нас больше волнует методология, а не язык. Если люди мира поймут методологию этого великого произведения, успех будет обеспечен. Когда люди во всем мире слишком поглощены материальной деятельностью, неудивительно, что отдельные люди и народы по малейшим поводам нападают друг на друга. Таковы порядки этого века Кали, века вражды. Его атмосфера уже отравлена всевозможными пороками,
И это хорошо известно каждому. Мир полон нежелательных литературных произведений, насыщенных материалистическими образами чувственного наслаждения. Во многих странах есть специальные органы, уполномоченные государством выявлять и подвергать цензуре непристойную литературу. Это означает, что ни правительство, ни сознающие свою ответственность лидеры общества не считают, что такая литература нужна. Все же она появляется на прилавках, потому что люди хотят читать ее для удовлетворения своих чувств. Большинство людей ощущает потребность в чтении. Это заложено в природе человека, но поскольку их умы осквернены, они хотят читать подобную литературу. В этих обстоятельствах такое трансцендентное произведение, как Шримад Бхагаватам, не только ограничит деятельность развращенного ума людей, но и удовлетворит его потребность в занимательном чтении. Возможно, что вначале Бхагаватам им не понравится, как человеку, страдающему от желтухи, не нравится сладкое. Но необходимо понять, что сладость – единственное лекарство от желтухи. Таким образом, нужна систематическая пропаганда и популяризация Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам, которые действуют на болезнь чувственных наслаждений, как сладости на желтуху. Когда у людей разовьется вкус к подобной литературе, другие произведения, отравляющие общество своим ядом, исчезнут сами собой. Поэтому мы уверены, что, несмотря на все недостатки данного издания, общество будет приветствовать появление Шримад Бхагаватам, ибо это рекомендует Шри Нарада, милостивое явление которого описано в этой главе. Just to give the context of this verse, I'll request Ambarish to read the translations of verses 8, 9, 10, and again this verse. Для того, чтобы понять контекст, в котором рассказан этот стих, мы прочитаем стихи, начиная с 8. Шри Нарада сказал, He's talking here to Vyasadeva. Нарада обращается здесь к Вьясадеве. Vyasadeva was feeling some dissatisfaction of the heart after having compiled so many Vedic literatures, the four Vedas, Vedanta Sutra, Upanishads, etc. Шрила Вьясадева чувствовал в своем сердце неудовлетворение, хотя к этому моменту он уже составил Веды, Пураны, Упанишады, Махабхарату и так далее. So he approached his spiritual master Narad Muni for guidance. И он обращается с вопросом к своему духовному учителю Нараде Муни, чтобы тот прояснил ситуацию. Шри Нарада сказал, «Ты фактически не воспел возвышенную и безупречную славу личности Бога. Философия, не доставляющая удовлетворения трансцендентным чувствам Господа, считается бесполезной. О великий мудрец, хотя ты очень подробно описал 4 принципа, начиная с религиозных обрядов, ты не описал величие Верховной Личности Васудева. Слова, не описывающие величие Господа, который один способен осветить атмосферу целой Вселенной, по мнению святых людей, подобны месту паломничества ворон. Совершенные личности не находят в них никакого удовольствия, ибо всегда пребывают в трансцендентном царстве». He's talking here about the Vedas. Итак, здесь речь идет о Ведах. He's not talking about some tabloid newspaper in the marketplace in Kali Yuga in the present day Moscow. Здесь говорится не о каких-то газетах, которые в Кали-югу здесь выпускаются в Москве. So, I mean, if he's speaking like this about the Vedas, how is he going to speak about the present day literatures? Если он так отзывается о Ведах, то что бы он сказал о современной литературе? Anyway, the solution, text 11, one more time. Please. Итак, еще раз прочитаем решение, которое описывается в 11 тексте. «Но сочинения, состоящие из описаний трансцендентного величия, имени, славы, форм, игр безграничного Верховного Господа, резко отличается от них. Оно составлено из трансцендентных слов, назначение которых – совершить переворот в неправедной жизни, сбившейся с пути цивилизации. Такие трансцендентные произведения, даже если они несовершенны по форме, слушают, поют и принимают чистые люди, которые безукоризненно честны». So this is a solution for the disease of material life.
Таково решение проблемы материальной жизни. And this we can say is original verse stressing the importance of book production and book distribution. Итак, это изначальный стих, в котором подчеркивается важность издания и распространения книг. Narada Muni considered that the instructions of the Vedas, instructions of the other Vedic literatures will not bring real spiritual satisfaction in the lives of people. Итак, здесь Нарада Муни подчеркивает, что Веды и другая ведическая литература, они не приведут к удовлетворению в сердцах людей. Of course, the Vedas are dealing with pious religious life. В Ведах описывается благочестивая религиозная жизнь. How to generate good karma, Как создать благочестивую карму, satisfy the demigods, как доставить удовольствие полубогам, and so enjoy the senses in the material world in a very pious way. как наслаждать свои чувства в материальном мире благочестивым образом. By doing so, one can be elevated to the heavenly planets. И выполняя такие действия, человек возвышается на райские планеты. But that will not give him eternal happiness. Но это не приведет к его к вечному счастью. His good karma will run out. В конце концов, благочестивая карма исчерпывается. He'll have to fall down again. Вы должны снова падать. So in this way, he remains on the material platform. Так человек вечно остается на материальном уровне. Even the pious persons, they are on the material platform. Даже благочестивые люди остаются на материальном уровне. Persons who are acting in the mode of goodness, they are on the material platform. Даже те, кто действует в гуне благости, остаются на материальном уровне. What to speak of people in Tamaguna and Kali Yuga? Что же тогда говорить о людях Кали-юги, которые находятся в страсти и невежестве? Generally, people are in very, very deep Tamaguna. Обычно большинство людей в этот век в глубоком невежестве. Few days ago, I was in Yerevan, Несколько дней назад я посетил Ереван. and devotees took me to a big lake called Sevan, И преданные отвезли меня на большое озеро, которое называется Сиван. which is a kind of summer holiday place in Armenia. Это место летнего отдыха в Армении. And so many people were there, Там было огромное количество людей, sitting on the beach there. которые отдыхали на пляже. I was very astonished to see that they were eating this shashlik, you know. But I never saw it so big in my life, a huge pieces of meat, you know, like this, big shashlik like this. Я никогда в жизни не видел такого шашлыка такого размера, то есть который там они держали в своих руках. And all of it drinking heavily, you know, wine and beer and so many alcoholic beverages. И все упивались как могли, кто вином, кто пивом и прочими спиртными напитками. Smoking cigarettes. Курили сигареты. So very deeply in a tamogun. Очень глубокое погружение в невежество. And we can find this, you know, all over the world, maybe not to that extent, but similar. И по всему миру мы можем видеть то же самое, может быть, не в такой степени, правда? Even India. India is the fourth largest producer, exporter, or the fourth largest producer of meat. Largest exporter, actually. Fourth largest in the world. India. Даже Индия сейчас отличилась, она стоит на 4-м месте по экспорту мясных продуктов в мире. 50,000 cows per day are slaughtered in India. Ежедневно в Индии убивают 50 тысяч коров. So this is a very horrible position. Таково ужасное положение. You see, people are
deeply in tamagun in Kali Yuga. В Кали-югу люди так глубоко погружаются в гуну невежества. And all kinds of sinful activity, they are considered to be normal, everyday life. И большинство греховных действий становятся частью обычного образа жизни. So very difficult to pull people out of this ignorance. Очень тяжело вытащить людей из такого невежества. But still, Narad Muni here, he's giving us the solution even to people who are deeply in Tamagun. Но здесь Нарада Муни дает решение, которое поможет даже тем людям, которые находятся в Тамагуне. We have to distribute Krishna consciousness. Для этого мы должны распространять сознание Кришны. And of course, to distribute Krishna consciousness, we have to practice Krishna consciousness. Естественно, для того, чтобы распространять сознание Кришны, нужно самим практиковать его. And in Kali Yuga, that especially means to be constantly chanting the holy names of Krishna. И в Кали-югу это означает, что нужно непрерывно повторять святые имена Кришны. To perform kirtan, to come together as much as possible and chant kirtan. Собираться вместе как можно большем количестве, как можно чаще петь киртан. And that can be done in a temple, that can be done in the street, that can be done at home also. Это можно делать в храме, это можно делать на улицах, это можно делать дома. But as much as possible. Но как можно больше. Because Krishna has invested his transcendental energies in his holy names. Потому что Кришна вложил все свои трансцендентные энергии в это святое имя. Therefore, the holy names and Krishna are non-different. Поэтому нет разницы между святым именем Кришны и им самим. Krishna is the supreme purifier. Кришна – это тот, кто очищает в высшей степени. So if we constantly chant Krishna's name, this will purify our consciousness. Если мы постоянно, непрерывно будем повторять святые имена, это очистит наше сознание. And of course, side by side with kirtan, in the bhakti yoga process, one should perform shravanam, hearing about Krishna. И бок о бок с воспеванием святых имен в этом процессе бхакти-йоги должно идти шраваном, слушание о Кришне. Therefore, so important to hear from the Bhagavatam and the Gita, the Chaitanya Charitamrita. Поэтому для нас так важно постоянно слушать из Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам, Читания Чаритамриты. And to distribute these literatures as widely as possible in all the languages of the world. И распространять как можно шире эту трансцендентную литературу на всех языках этого мира. Prabhupada said, certainly he stressed the importance of book distribution, but he also said, my books are not only for distributing, they are also for my devotees to read. И Шрила Прабхупада, он так подчеркивал распространение книг, но он в то же время отмечал, что эти книги написаны также для того, чтобы преданные читали их. So we should come to hear classes, we should read the books in our home, we should listen to lectures. Итак, мы обязаны приходить на лекции, которые проводятся в храмах, мы обязаны читать эти книги и слушать их дома. We should distribute them for the benefit of people. Распространять их для блага всех людей. We can also perform dramas based on the different leelas that we find in the books. Также мы можем ставить спектакли, основанные на тех играх Господа, которые описаны в этих книгах. So in this way there is a vast treasure house of transcendental knowledge. Поэтому сокровищница трансцендентного знания, она безгранична. And as Narada Muni said, this can bring about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. И как говорит здесь Нарада Муни, такая деятельность способна привести к революции. Это произведет переворот в неправедной жизни, сбившейся с пути цивилизации. People have tendency to read and to hear. У людей есть эта врожденная склонность слушать, читать. Simply they have to be given the right kind of books and magazines to read and hear. Поэтому нужно предоставить им правильный материал, журналы, газеты. People, they like to go and eat in different restaurants, different kinds of food. Также у людей есть склонность вкушать различную пищу в кафе, в ресторанах. But they are getting so much bad karma by eating all these
abominable foodstuffs. Но принимая эту отвратительную пищу, которая продается в современных ресторанах, они навлекают на себя суровую карму. Therefore, we should distribute prasadam Поэтому мы должны распространять прасадам as widely as possible. как можно шире. In Australia, most of the temples have very nice catering programs whereby they go to all kinds of music festivals and all kinds of different events. They have their big mobile kitchen and they cook wonderful prasadam and distribute, sell it also and make a lot of money from it. Например, в Австралии у преданных есть такая мобильная кухня, и где бы какой-то фестиваль не проходил, какой-нибудь праздник, концерт, они отправляются туда, разворачивают свою кухню, готовят прасад, распространяют его, продают и получают с этого огромную прибыль. I think it can be developed here also. Я думаю, что здесь можно перенять подобный опыт. Very big country. Очень большая страна. There must be so many festivals and events where devotees could go and distribute and sell prasadam. Наверняка здесь много мероприятий, событий, на которые преданные могут отправляться и готовить там прасадам. See, that can give them the opportunity to taste the nectar of Krishna consciousness with their tongue. Это даст людям возможность ощутить нектар сознания Кришны своими языками. Once Prabhupada said that Krishna consciousness is kitchen religion. Однажды Шрила Прабхупада сказал, что сознание Кришны – это кухонная религия. Just by eating prasadam, people can make spiritual advancement. Просто вкушая прасадам, люди будут продвигаться. So instead of eating shashlik, they can eat, pakora and samosa. Вместо того, чтобы есть эти шашлыки, люди будут есть покоры и самосы. Prabhupada also said people like to go to dancing, ball dance. Nowadays they're going disco dancing. И у людей есть также склонность к танцам, то есть они любят ходить в какие-то клубы, танцевать. Сейчас вот распространены диско-танцы, раньше были бальные танцы. So Prabhupada said instead they can dance and chant Hare Krishna. Вместо этого, говорил Шрила Прабхупада, нужно научить их петь и танцевать. Doesn't cost anything. Петь Харе Кришна это не бесплатно. Very joyful process. Кроме того, это приносит огромную радость. When devotees are dancing and chanting, they feel very blissful. Когда преданные танцуют и поют, они ощущают блаженство. They forget all worries and problems. Они забывают обо всех проблемах и беспокойствах. And just taste the nectar of the holy name. И просто вкушают нектар святого имени. Similarly, people like to go to different events and functions. Все люди любят посещать различные социальные мероприятия. So similarly, there are so many festivals in Krishna consciousness. Devotees can gather together, they can meet their friends, and in this way they can be happy and have Krishna conscious social life. Точно так же у нас есть замечательная возможность для социальной жизни в сознании Кришны. Мы можем собираться вместе, у нас столько праздников, общаться друг с другом. So the process of Krishna consciousness, it is not some dry process of severe austerities. Процесс сознания Кришны – это не просто какие-то сухие, суровые аскезы. But rather it is a very easy and joyful process. Это очень легкий и радостный процесс. Rajya vidya rajya guyam pavitram idamuttamam pratyaksavagamam dharmyam susukum kartam avyayam. Lord Krishna said, this knowledge is the king of education and it is the most secret of all secrets. Как в этом втором стихе из 9 главы Бхагавад-гиты Господь Кришна говорит, что это знание, царь всего знания и тайна тайн. It is the purest knowledge. Оно самое чистое. And because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. И поскольку оно дает осознание собственной сущности в процессе духовного самоосознания, оно является совершенством религии. It is everlasting and it is joyfully performed. Оно вечно, и выполнение этого процесса приносит радость. So, a very joyful process. Очень радостный процесс. And permanent, everlasting. И он продолжается вечно. It puts us in
contact with the eternal Supreme Being and the eternal spiritual world. Мы приходим в соприкосновение с высшим, вечным, живым существом. We have forgotten our eternal nature and our eternal abode in the transcendental realm of the Lord. Мы забыли о своей вечной природе и о вечном царстве Господа в духовном мире. Now we are absorbed in this temporary body and temporary relationships and temporary material world. Сейчас мы погружены в это временное тело, временные отношения в этом временном материальном мире. And there are always so many difficulties and problems and miseries in the material world. И в материальном мире всегда столько проблем, страданий. So this is weighing down on our consciousness. И это очень сильно давит на наше сознание, It's polluting our consciousness. оскверняет наше сознание. And people are disturbing one another and polluting each other's consciousness. И люди беспокоятся друг друга своим поведением и оскверняют друг другу сознание. They are generating bad karma and they are interacting also in such a way as to disturb one another with their bad karma. Они сами зарабатывают дурную карму и действуют так, что беспокоят других и вынуждают их тоже зарабатывать дурную карму. And thus they are collectively generating very big bad karma. До тех пор, пока в конце концов все вместе они не заработают огромное количество этой дурной кармы. And of course this leads to all kinds of wars and conflicts and misunderstanding between people of the world. И это приведет к многочисленным конфликтам и войнам во всем мире. So it is a very complicated, bad karmic situation. Такая запутанная кармическая ситуация. And of course the leaders and other prominent people in society, they're trying to find solutions to all these different complex problems. Люди, важные люди этого общества, лидеры этого общества пытаются найти решение этих проблем. But because they have no spiritual understanding, by their big decision, they are often making things worse. Но из-за того, что у них нет духовного образования, своими решениями они еще больше усугубляют ситуацию. And common people, they are just being dragged along in this whole whirlpool of bad karma. И большинство людей затягивается в этот сильный водоворот кармы. And so many different persons, they're claiming we have the solution how to solve the problems. Так много людей сейчас объявляют, что они знают решение, как решить современные проблемы. But the current of Kali Yuga is so powerful that it's just dragging people down more and more. Но поток Кали-юги настолько силен, что он все больше и больше стаскивает людей. So how to get rescued from this torrent of bad karma? Как же вызволиться из этого потока дурной кармы? The only hope is by getting hold of the lotus feet of Lord Krishna and the lotus feet of the devotees of Lord Krishna. Единственный способ, как это сделать, это схватиться за лотосные стопы Господа Кришны и Его преданных. And that means to accept their instructions and follow their instructions. Это означает, мы должны принять их наставления и следовать этим наставлениям. Which means to engage our energy, our thoughts and words and deeds in a devotional service of the Lord. Это означает, что мы должны занять свою речь, свой ум, свое тело в служении Господу. So in order to do that, we need to study this transcendental instruction. И для того, чтобы сделать это, мы должны изучить эти трансцендентные наставления. Therefore, so important to read these books and distribute these books for the education of people in general. Поэтому так важно читать эти книги и распространять эти книги для того, чтобы все люди этого мира получили духовное образование. This will give us the highest spiritual benefit and it will give the greatest benefit to others. Это принесет нам высшее благо и также дарует это высшее благо другим. So thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Any question? Вопросы? Погромче, пожалуйста. Есть микрофон? Совершенно оформлено. It is said that this books, что означает, что эти произведения несовершенны по форме? What does it mean that these
book is not perfect. It means even if the language is not perfect, if the grammar is not perfect. Имеется в виду, что с грамматической точки зрения эти произведения могут быть составлены несовершенно. Prabhupada, he actually quoted this verse in the beginning of his first Bhagavatams that he wrote in English when he was in India. Шрила Прабхупада процитировал этот стих в самом начале своей первой песни Шримад Бхагаватам, которую он напечатал в Индии. The English there is from the grammatical point of view is not so perfect, huh? И английский язык, который был использован Шрилой Прабхупадой в то время, был очень несовершенным. But still, Prabhupada was saying that it doesn't matter, somehow or other, you have to get the message across to others. И Шрила Прабхупада объясняет, что так или иначе нужно донести это послание. You see. And he gives example in the purport here. Even if you're in a foreign country and there's fire, somehow or other you can communicate. Fire, there's fire. И Шрила Прабхупада приводит пример пожара. Вы находитесь за рубежом, в чужой стране, и хотя вы не знаете языка этой страны, вы попытаетесь донести это послание, чтобы вам помогли. Any other question? Любые вопросы. Да, пожалуйста, Brahmananda. Брамананда Прабху. Is personification of Kali Jiva Shakti? Hare Krishna. Олицетворение Кали является Джива Шакти? Вопрос. I'm not sure about that. Насчет этого неизвестно. I mean, that particular personality, well, maybe he is some kind of jiva, but still, ultimately, it is a kind of energy of the Lord. I mean, it's part of the material energy of the Lord, ultimately. Возможно, что олицетворение Кали является дживой, но в то же время он является частью материальной энергии Господа. It is like the seasons, we have autumn, we have summer, we have spring. Как мы имеем различные сезоны года, такие как осень, весна, зима. They are part of the material energy, the workings of the material energy. Все это часть действия материальной энергии. But I haven't read anything about, the particular, saying that in particular, that the personality of Kali is a jiva, but could be. Я нигде не встречал в шастрах такого описания, где говорится конкретно, что олицетворение Кали это джива, но вполне возможно. Who is the father? I also haven't seen, ultimately the material energy gave birth to Kali Yuga. Ну, если брать первоначальный источник этой личности, то это материальная энергия. Так конкретно не встречал описания. Anything else? Over here some? Who? Задавайте вопрос. Да. У них есть законы, может? He heard that in India there is a law that killing of the cow is banned. In some states it's banned. В некоторых штатах Индии действительно убийство коров запрещено. But still, people may be bribing and, illegally doing it. Но тем не менее люди разными незаконными способами все равно убивают коров. And of course there are other states where it's allowed, communist states and, where communist government is, for example. Но в тех штатах, где правят коммунисты, там все разрешено. Unfortunately. К сожалению. They also exporting so many cows over the border illegally to Pakistan, Bangladesh, where a lot of Muslims, eat a lot of meat. Также они незаконно экспортируют коров для убиения в Пакистан, Бангладеш, мусульманские страны, где очень высокий уровень мясоедения.
тратить энергию, то есть в форме денег. Деньги на что лучше тратить? Если у тебя, допустим, есть какая-то болезнь, которая требует лечения, она тебя одолевает. На что лучше спускать деньги? На лечение или на проповедь? Well, a bit of both, I guess. A bit of both. Лучше потратить деньги разумно, то есть и на лечение, и на проповедь. Because, I mean, one should try to take care of the body as practically as possible in order to use it in the service of Krishna. Наше тело должно служить Кришне, поэтому, соответственно, нужно о нем заботиться. But we also, need to give spiritual cure to people, spiritual лечение. В то же самое время мы должны предоставить возможность людям для духовного лечения. So it is also important. Both are important. И то, и другое важно. There's some prasadam to bring here, please. Do you see some change in the flow of the modern civilization during last period of time? Yeah, of course. Things are becoming more materialistic. Things are becoming more and more disturbed. Да, на материальном уровне мы можем видеть, что современная цивилизация становится все хуже и хуже, то есть сбивается с толку еще больше людей. But same time, there are people who are becoming more spiritually conscious. Но в то же самое время есть люди, которые обретают духовное сознание. In some countries, more vegetarians. В некоторых странах становится очень большой процент вегетарианцев. More people practice yoga. Все больше людей начинают практиковать йогу. More people are concerned about the environment. Все больше людей волнуются проблемами экологии. So, both kind of tendencies are there. То есть одновременно две тенденции развиваются. But, increase in sinful activity is also very great. Pollution of the environment is also very great. Но можно видеть, насколько увеличивается греховность современных людей, насколько загрязняется атмосфера на земле. So we have to, we have to do our best to encourage people in Krishna consciousness and also to lead their life as much as possible in a mode of goodness. И мы должны вдохновлять преданных, которые практикуют сознание Кришны, развиваться, и также людей подталкивать к тому, чтобы они практиковали жизнь в гуне благости. So thank you very much. Большое спасибо. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Samaveta Bhaktivinoda ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Nitai Gaura Premanandi. Hare Bol.